Привет, друзья! В очередной раз приветствую вас очередным приятным солнечным петербургским днем. Продолжаем серию «Петербург гастрономический». И находимся мы на Васильевском острове. Идем по Большому проспекту. Слева у нас собор святого апостола Андрея Первозванного. Справа у нас Андреевский рынок. И идем мы к Василеостровскому рынку. Но сначала скажу маленькую историческую вещь, что здесь было и как оно здесь появилось. Изначально эти земли, на котором Андреевский рынок, Василеостровский рынок, принадлежали церкви апостола Андрея Первозванного. Изначально здания были деревянные, в 18 веке погорели вместе с рынком. На их месте было построено уже каменное здание и здание рынка. Рынок был построен по типу гостиных дворов. То есть по периметру шла торговля, а через внутренний двор подвозились товары. В подвалах были организованы ледники. Пола как такового каменного не было, был оставлен земляной. И прям водичка, которая таяла от льда, сама просачивалась в землю, уходила. Собственно, при большевиках левая часть, на которой сейчас за нашей спиной Василеостровский рынок, была разрушена, и на его месте построен уже в 1959 году Василеостровский рынок. Собственно, а уже в 19 году 21 века Василеостровский рынок переформатировался в современный европейский гастро-рестро и прочий бар, в который мы сейчас и зайдем и посмотрим. Так что приглашаю. На посмотреть. Встречает нас такое общее едабельное пространство с массой всевозможных ресторанчиков, забегалочек. Ну, собственно, продолжаем традицию прошлых наших роликов. Это и московский рынок, и балаган на Петроградке, бывший Дерябинский рынок. Где мы еще были? Что-то у меня из головы выпало. Я бы сказал, те же яйца, только в профиль. Но по объему, по площади, по наличию ресторанчиков и кухон мира, конечно, по моему ощущению, здесь больше, чем московский. Уж точно рынок. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж, дабы практически с высоты птичьего полета обозреть пространство. На месте современного Андреевского двора там, или Андреевского рынка сейчас я бы это назвал бизнес-центром. Просто в аренду сдается всевозможным организациям той или иной коммерческой деятельности. Но Василеостровский рынок стал гастроместом. Но и сейчас покажу, остался все-таки кусочек базара. Почему базара? Рынка. Причем такого, не то чтобы уж советского, но рынка. Должен отметить, что, возможно, мне в какой-то мере еще повезло. Я успел застать этот Василеостровский рынок именно тем, каким он был в начале 2000-х, действующим. Помню, здесь мясцо покупали. Это, наверное, мой был первый приезд в Петербург.
Вот мы пришли в ту часть, где уже продаются овощи, фрукты, мясо, рыбы и прочая вкуснятина. Вот. Красота. То есть, как мы видим, все прилично, красиво и востребовано. Выходы есть и на 5-ю линию, и на Волжский переулок, и на Большой проспект Васильевской стороны. Отличным временем для посещения таких мест я считаю все-таки лето, теплынь. Вот тут еще что-то наверху. Потому что лето, теплынь. Почему? Да потому что есть все-таки дворик. Дворик, где вы можете, купив съестное, посидеть на свежем воздухе. Раздается запах шашлыка, жареного мяса, рыбы, наверное. Сейчас тоже поднимемся на 2-й ярус. И с высоты 2-го яруса обозреем пространство. Вот там какой у нас песик запутался. Сегодня воскресенье. Не самый людный день. Поэтому имейте в виду, что там пятница, суббота, наверное, будет побольше. Вот в воскресенье можно преспокойно себе найти место, ловчонку, столик, где можно посидеть. Вот у нас опять перед нашими глазами часть Андреевского рынка. Причем, насколько помнится, при большевиках частично были заложены вот эти пролеты между колоннами. И уже не так давно, по-моему, в 2005-2006 годах началась реставрация Андреевского рынка. Была восстановлена внутренняя часть, перекрытие, крыша. Вот кто-то любит, если на солнышке посидеть, вперед, в теньке, грибки вас ждут. Вечером всевозможная иллюминация, гирлянды. Вижу экран, возможно, реклама, возможно, и, не дай бог, какие-нибудь фильмы. Было бы замечательно. Так, давайте снова ворвемся, поможем человеку выйти. Пожалуйста. Морские ежи, крабы. Вот, тоже. Давайте, пожалуйста, я тут потолкаю. Еще 2-й раз вас благодарю. Снова оказались. Ну, что нам вот про советское говорит? Это, конечно же, пол. Классические техники исполнения. Ну и вот этот потолок выдает нам советское прошлое. Всевозможные локации, обзову это так, где посидеть и в каком виде употребить еду. Так готовят ежей. Свежих. Крабовые лапья, устрицы. Пицца, паста, дагестанская кухня, грузинская кухня. Сейчас подойдем к азиатской части. Вот тайская
Мастерская тайского мороженого. За ней корейская едальня с типичным корейским фубо и прочими бо. Как вам, аппетитно? Бургеры, майдог, какие-то странные хот-доги. Места общего пользования, конечно же. Ну вот, бегло, обзорно мы посетили еще одно гастропространство, еще одно современное местечко в исторической обертке, пусть не сильно историческое, ну, по глубине лет, но, слава богу, не снесенное, и дай бог, долгие лета еще просуществующее. Выбегу на улицу. Здесь, опять же, должен доложить, прохладно, приятно прохладно. Сегодня на улице печет. Собственно, одеваю очки и говорю вам спасибо. Лайки, подписки. Посещайте Петербург. Петербург разный. Петербург многогранный. Пока.